Компания «Волга Трейд» представляет свой новый проект. Если вы смотрели наш последний ролик про автопоезд, сейчас мы готовы удивлять дальше, наращивая объемы. Перед вами два почти полностью идентичных комплекта, состоящих из автодома на базе КАМАЗ-43118 и мультифункционального жилого прицепа. Автодома изготовлены для наших клиентов из Казахстана, которые имеют возможность раскрыть весь их потенциал. Охота, рыбалка, путешествия – все это присутствует в этой стране в достатке. На этот раз перед нами стояла задача построить самобытный проект, подметив интересные решения из зарубежных автодомов, понравившиеся заказчику. Ну что ж, количество полезных опций и доработок зашкаливает, поэтому попробуем в ближайшие 10 минут рассказать вам обо всем самом интересном. Как обычно, пойдем по порядку и начнем с шасси. Автодом с прицепом получил окраску в желтый матовый цвет, что очень оживляет привычный образ знакомого нам КАМАЗа. На крыше кабины установлен экспедиционный багажник со встроенной светодиодной балкой. Помимо задней механической лебедки, уверенность на бездорожье придает передняя электрическая лебедка с тяговым усилием 8 тонн. Топливные баки получили дополнительную защиту, а рядом с ними появился бак для бензина на 210 литров. Но об этом позже. Внутри кабины со спальным местом также присутствует шумовиброизоляция, автономный отопитель Webasto, камера заднего вида, автомагнитола. Сам жилой модуль базируется на очень качественном четырехслойном сэндвич-фургоне с утеплителем, достигающим 100 мм. Это весомый аргумент для путешественников, привыкшим к суровым погодным условиям. Пойдем по кругу и осмотрим все детально. На правой панели фургона расположились входная группа с выдвижным трапом, два больших откидных окна и люк в багажный отсек. Он отделан рифленым алюминиевым листом, загерметизирован и имеет подсветку для удобства использования. Ниже расположены еще два дополнительных герметичных багажных ящика. На левом борту, помимо окон и такого же багажного отсека, находится вентилируемый отсек для газового баллона, сервисный лючок биотуалета и лючок для летнего душа. Также здесь горловина для залива чистой воды в бак. Ниже находится контейнер генератора с выдвижной платформой для возможности запуска прямо около фургона, а рядом с ним установлена розетка внешнего ввода. Также здесь установлен еще один ящик для вещей. На задней панели фургона располагаются двойные распашные двери. За ними скрывается рай для любителей возить с собой много вещей. Кроме того, эти вещи аккуратно разложены по контейнерам. За запасным колесом, оборудованным гидравлическим устройством подъема, скрывается еще одна секция с контейнерами и резервная морозильная камера на случай, если не хватит объема холодильника. Конечно, этот отсек тоже имеет подсветку. Обратите внимание на раскладную лестницу снизу. Она используется и для удобной выгрузки вещей, и как вторая секция для лестницы на крышу фургона, куда мы сейчас и направляемся. На крыше установлен экспедиционный багажник. На поверхности, покрытой рифленым алюминиевым листом, расположились 6 солнечных панелей, 2 прозрачных люка, 2 вытяжных вентилятора и кондиционер Dometic. Отдельное внимание хочется уделить самонастраивающейся на стоянке спутниковой антенне. Как правило, меньше минуты времени требуется на запуск и поиск спутника, что, несомненно, порадует любителей посмотреть, скажем, спортивную трансляцию. Также на крыше находится 2 герметичных багажных ящика. Вообще, отдельная тема для данных автодомов – это хранение. Свободный объем здесь задействован по максимуму. Внимательные зрители, вероятно, сразу обратили внимание на то, что на автодоме не установлена маркиза тент. В этот раз мы поступили иначе, повзаимствовав идею у зарубежных коллег. Между автодомом и прицепом натягивается специальный тент площадью 20 квадратных метров, под которым с комфортом можно расположиться, а машины будут закрывать вас от ветра. За освещение под тентом отвечают прожекторы над входными дверями автодома и прицепа. Кстати, об освещении. На передней панели установлена телескопическая мачта высотой 6 метров. На ее конце съемная секция с 4 светодиодными светильниками. Она отлично освещает пространство рядом с фургоном. Еще одна фишка, связанная с суровыми зимними условиями в Казахстане – плотный тканевый тент вокруг машины для защиты от сильных ветров и предотвращения намерзания на элементах шасси.
Что ж, давайте посмотрим, что скрывается внутри фургона, тем более, что такая планировка впервые используется в наших проектах. Интерьер, выполненный в коричнево-бежевых тонах, выглядит очень солидно и сдержанно, но при этом внутри царит домашняя атмосфера уюта. Вся мебель изготовлена только из надежной к вибрациям влагостойкой фанеры, а в постройке используются самые качественные материалы и техника. Слева от входа находится шкаф для одежды и головных уборов. Внутри очень тепло, снимаем куртку и начинаем нашу мини-экскурсию. Первое, на что нужно обратить внимание – сердце автодома. Это его энергоблок и панель управления. Здесь расположены 4 герметичных аккумулятора общей емкостью 600 ампер-часов, а над ними множество регуляторов, позволяющих управлять светом, контролировать запас воды и энергии, настраивать основной и резервный автомобильный отопитель, а отдельное окошко для инвертора 220 вольт дает возможность без труда контролировать его режимы работы и нагрузку. Гостиная зона. В данном автодоме ей уделено максимальное внимание. Это большой П-образный диван со съемными подушками из качественной искусственной кожи и рундуками под ними. Это стол из искусственного камня на специальном механизме, столешница которого сдвигается во все стороны для удобной посадки на диван. Также стол классически опускается вниз для создания большой двуспальной кровати. Немного выше расположены розетки и небольшие полочки для удобной зарядки гаджетов, а в самом центре висит телевизор. Традиционно по всему периметру установлены подвесные шкафчики с беспетельным механизмом подъема и фиксацией ручкой-кнопкой. Для того, чтобы визуально увеличить объем помещения и дать возможность заказчику любоваться окружающей природой, в отсеке установлены 2 больших открывающихся окна и прозрачный потолочный люк со встроенными москитными сетками и затемняющими шторками. Они освещают гостиную днем, а в темное время это делают яркие светодиодные ленты. Кстати, для создания приятной атмосферы вечером предусмотрены несколько вариантов теплых подсветок по нижнему и верхнему периметрам. Стоит сказать, что вся гостиная зона расположена на подиуме, что не только позволяет разместить коммуникации и оборудование, но и придает интересный внешний вид. В его торце мы можем видеть 2 выхода для нагретого воздуха основного и резервного отопителей Webasto. Пока мы находимся на уровне пола, покрытого влагостойким ламинатом, обратите внимание на еще одну небольшую фишку – заглубленный заподлицо коврик для обуви с герметичным поддоном. Переходим к следующей зоне. Это большая и просторная кухня, которая по функционалу ничем не уступает большинству кухонь у нас дома. Прежде всего, мы видим светлую столешницу с бортиками, изготовленную из искусственного камня. Она имеет встроенную мойку со смесителем. Из бытовых приборов здесь есть газовая варочная поверхность, капсульная кофемашина, вытяжка и микроволновая печь бесповоротного стола, которая находится рядом с подвесными шкафчиками. На фасаде шкафчиков также установлена панель управления 50-литровым водонагревателем. Под столешницей пространство организовано максимально практично. Помимо фирменного холодильника на 24 вольта, здесь находится мусорное ведро, шкаф с полками и несколько выдвижных ящиков со встроенным набором посуды и приборов на 6 персон. Салатник, несколько видов тарелок, чашек, фужеров – все находится на своих местах. Это очень удобно и безопасно. Пройдем дальше. Слева от кухни расположился шкаф для верхней одежды, имеющий возможность сушки благодаря выведенному дефлектору от автономного отопителя. На его фасаде установлена небольшая панель управления светом и вентиляцией санузла и душевой. Душевая представляет собой отдельное помещение с акриловым поддоном, смесителем с лейкой и шторкой. В санузле установлен кассетный биотуалет, небольшое открывающееся окно и несколько аксессуаров. Оба помещения герметизированы, отделаны плиткой-мозаикой и имеют выходы автономного отопителя и вентиляцию. Следующая зона – спальная. Помимо полноценной двуспальной кровати с ортопедическим матрасом, здесь есть двухсекционный шкаф с полками с небольшим встроенным сейфом, открывающееся окно и прозрачный потолочный люк. Под потолком висит телевизор, рядом на стене – розетки. Одним словом, комфорт обеспечен. Сама спальная зона находится достаточно высоко над уровнем пола в угоду увеличению объема багажного отсека и размещения бака для чистой воды на 350 литров под ней. Забираться наверх следует по небольшой лестнице, которая имеет двойное назначение. Дело в том, что спальные места на этом не заканчиваются, и рядом расположились 2 стационарных спальных места с такими же удобными матрасами.
Верхнее место имеет бортик безопасности и открывающееся окно, а пространство под нижним заняли два больших выдвижных ящика, где очень удобно хранить постельное белье. Напротив спальных мест в фасаде душевой есть дефлектор автономного отопителя. Ну что ж, осталось сказать только про еще один вместительный шкаф с полками около входа в фургон. И пора переходить к обзору прицепа. И это действительно многофункциональный прицеп, построенный на базе внедорожного шасси и такого же качественного фургона. Он дополняет функции основного автодома и дает хозяину новые возможности для увлекательного путешествия. Помимо прицепа для перевозки снегоходов, квадроциклов или груза, перед нами прицеп, который является дополнительным жилым модулем для 8 человек. Быстро пройдем по кругу, и вы в этом убедитесь. Во-первых, внутри есть такой же энергоблок с аккумуляторами, инвертором и солнечными батареями. Во-вторых, системы вентиляции, кондиционирования и автономного отопления, причем большое внимание здесь уделено сушке одежды. Для этого есть и большой шкаф, и рейлинг, подвешенный прямо на потолке фургона. В-третьих, это полноценная кухня с горячей водой и газовой поверхностью, плюс большой холодильник для хранения запасов продуктов. Жилое пространство внутри имеет несколько этапов трансформации. В сложенном положении здесь умещаются два больших снегохода, которые без труда доставляются внутрь с помощью гидроборта. В положении дивана внутри можно устроиться за переносным раскладным столом, который, к слову, можно использовать и на улице под растянутым тентом. Ну и, конечно, положение, в котором все спальные полки зафиксированы в горизонтальном положении для сна. На этом все. Более подробное описание проекта, множество фотографий и виртуальный тур вы найдете на странице нашего сайта kung.ru. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Путешествуйте с комфортом. До новых встреч!